Колодец на краю. Глава 1. Наследство мертвеца. Деревня Березовка умирала долго и неопрятно, как брошенный в лесу старый скот. Когда-то здесь был колхоз, шумели трактора, а по вечерам у клуба собиралась молодежь. Теперь от всего этого великолепия осталось 37 домов. Половина из них глядела на заросшую бурьяном улицу пустыми, выбитыми глазницами окон. Другие покосились, вросли в землю по самые наличники, словно пытались спрятаться от сурового северного неба. Единственным очагом цивилизации казался покосившийся сруб с вывеской «Продукты», который работал всего 2 часа в день, с 11 до часу. Автобус до райцентра, старый задрипанный пазик, завивая мотором на ухабах, приползал сюда лишь раз в неделю, по четвергам. Если ты опоздал на него, считай, отрезан от мира на 7 дней. Я приехал в Березовку в середине промозглого серого ноября. Землю уже припорошило первым неверным снежком, который не таял, а лишь подчеркивал черноту промерзшей грязи. Причина моего визита была прозаичной и мрачной. Я получил в наследство дом от деда Василия. Мы не общались последние лет 10. Дед был человеком нелюдимым, суровым, из тех, кто предпочитал компании людей, общество глухого леса и старого ружья. Известие о его кончине пришло с опозданием, но больше всего меня поразили обстоятельства. Дед умер странно. Фельдшер из соседнего крупного села, приехавший на констатацию, лишь развел руками. Дед лег спать абсолютно здоровым для своих 74 лет, а утром его нашли мертвым в собственной постели. Но самое жуткое было в его посмертном облике. Лицо деда было синим, налитым дурной, застоявшейся кровью. Глаза распахнуты так широко, словно готовы были лопнуть, а рот застыл в беззвучном, судорожном крике. Казалось, он кричал всю ночь, истошно, до хрипа, срывая связки, но никто в безмолвной деревне его не услышал. Или просто не захотел услышать. Местные жители встретили меня гробовым молчанием. Никто не вышел навстречу, никто не предложил помочь с вещами, хотя появление нового человека в такой глуши всегда событие. Они не предупреждали меня, не махали руками, не кричали «Уезжай!», они просто смотрели. Из-за полиненных занавесок, сквозь щели в заборах. Их взгляды были тяжелыми, липкими, полными какого-то тупого, обреченного ожидания. Первый же день, бросив вещи в холодной, пахнущей мышами и сыростью избе, я отправился в магазин, чтобы купить хоть каких-то продуктов, чаю, сахара, пару банок тушенки и хлеба. За прилавком стояла грузная женщина средних лет, с серым, словно присыпанным пеплом лицом и тусклыми глазами. Продавщица долго, не мигающе смотрела на меня, пока я выкладывал на прилавок нехитрый скарб. Ее пальцы, бравшие купюры, слегка дрожали. «В доме деда Василия будешь жить?» Наконец спросила она низким, натреснутым голосом. «Да». Я постарался улыбнуться как можно дружелюбнее. «Я его внук, Максим. Решил вот обустроиться, может, к весне выставлю дом на продажу». В ответ на мои слова женщина не кивнула. Она вдруг побледнела еще сильнее, отступила на шаг назад и размашисто, мелко-мелко перекрестилась. Ее рука двигалась с противоестественной быстротой,
как муха лапками бьется о стекло. После этого она отвернулась к полкам и больше не проронила ни единого слова. Сколько бы я ни пытался завязать разговор. Забрав пакет, я ушел, чувствуя, как между лопаток зарождается неприятный липкий холодок. Глава 2. Шаги по периметру. Первую ночь в дедовском доме я спал на удивление крепко. Сказалась дикая усталость после многочасовой дороги на перекладных. Я натопил печь. Старая кирпичная кладка долго не хотела отдавать тепло. Дымила, но к полуночи в комнате стало сносно. Я завалился на старую железную кровать с панцирной сеткой. Укрылся тяжелым ватным одеялом и провалился в глубокий, тяжелый сон без сновидений. Мне казалось, что все страхи – лишь плод моего городского, измотанного стрессами воображения. Но на вторую ночь идиллия закончилась. Я проснулся мгновенно, словно от сильного толчка в грудь. Мобильник, лежавший на табурете рядом с кроватью, показывал ровно 3 часа утра. В комнате было темно, только тусклый свет луны пробивался сквозь заиндевшее окно. Тишина в доме и на улице стояла такая абсолютная, звенящая, что уши буквально закладывала. Не было слышно ни ветра, ни далекого лая деревенских собак, ни привычного городскому жителю гула цивилизации. Мир словно вымер, и в этой вакуумной тишине я услышал звук. Шаги. Они раздавались не в доме, не на чердаке. Кто-то шел снаружи, прямо под окнами. Звук был странным, хруст промерзшего наста, но какой-то смазанный, тяжелый. Неизвестный визитер медленно, методично обходил избу по периметру. Шаг, пауза, шаг, пауза. Звук затихал, когда существо заворачивало за угол и снова усиливался, приближаясь к стене, в которой стояла моя кровать. У меня перехватило дыхание. Я лежал, боясь пошевелиться, чувствуя, как сердце колотится в ребра, словно пойманная птица. Было в этих шагах что-то глубоко неправильное, слишком ровный темп, слишком затяжные паузы. Создавалось отчетливое, пугающее впечатление, что этот кто-то не просто гуляет, а проверяет, крепко ли закрыты окна, ищет ли лазейку, щель, сквозь которую можно проникнуть внутрь. Не выдержав этого психологического давления, я бесшумно сполз с кровати. Пол был ледяным, но я не обратил на это внимания. На цыпочках, прижимаясь к бревенчатой стене, я подобрался к окну и осторожно заглянул в узкую щель между плотными ситцевыми занавесками. На улице никого не было. Луна заливала огород и забор мертвенно-белым светом. Деревья стояли неподвижно, как призраки. Никаких силуэтов, никакой тени. Я облегченно выдохнул, решив, что это была слуховая галлюцинация или, может, какая-нибудь бродячая собака. Однако утренний осмотр заставил мои волосы зашевелиться на голове. Едва рассвело, я оделся и вышел во двор. Прямо под окнами спальни снег был глубоко утоптан, но это не были следы обуви или лап животного. Это были странные, бесформенные вмятины, продолговатые и глубокие, будто на снегу ворочалось что-то массивное, тяжелое и лишенное четких контуров. Следы плотно прижимались к самому фундаменту дома, словно это существо буквально льнуло к бревнам.
дышала на них, а затем лениво отползала дальше, огибая избу. Вмятина тянулась кольцом вокруг дома и уходила в сторону огорода, растворяясь на обледеневшей тропинке. Глава 3. Тварь у колодца. На третью ночь страх окончательно опустил корни в моей душе. Я не мог спать. Я сидел за столом, ждал наступления 3 часов, пил крепкий, почти черный чай и курил одну сигарету за другой. Около половины 3 ночи духота в доме стала невыносимой, несмотря на то, что печь уже остывала. Меня начала бить мелкая дрожь, то ли от избытка кофеина и никотина, то ли от предчувствия чего-то неизбежного. Решив проветриться, я накинул куртку, сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Воздух был морозным, чистым, но стоило мне зажать сигарету, как мой взгляд невольно устремился в конец улицы. Там, на самом краю Березовки, где деревня обрывалась и переходила в глухой, подступающий вплотную к домам ельник, стоял старый колодец. Он давно считался заброшенным. Бревенчатый сруб потемнел от времени и гнили. Ворот покосился, а цепочка заржавела. Еще в глубоком детстве, когда я приезжал сюда на лето, дед строго-настрого запрещал мне даже приближаться к тому месту. «Не ходи туда, Максимка!» — говорил он тогда, сурово сдвинув кустистые брови. «Там вода не наша, не для людей она». Тогда я думал, что колодец просто глубокий или отравленный тухлыми грунтовыми водами. Как же я ошибался! В блеклом свете луны я заметил у этого колодца человеческую фигуру. Она стояла ко мне спиной. Это была женщина, но ее пропорции казались слегка утрированными, неестественно вытянутыми. На ней было длинное до самых пят, грязное изодранное по подолу платье неизвестного цвета. В темноте оно казалось серым или грязно-белым. Седые, спутанные, похожие на клочья гнилой пакли волосы, свисали почти до самой земли, закрывая плечи и спину. И она раскачивалась. Этот процесс выглядел механически и жутко, медленно, с одинаковой амплитудой. Вперед, назад, как маятник старых напольных часов, отсчитывающих чьи-то последние минуты. От этого зрелища у меня пересохло во рту. Страх, сменившийся глупой, неосознанной злостью алкоголика или безумца, толкнул меня на глупость. Я сделал шаг вперед по крыльцу и крикнул в морозную пустоту: «Эй, кто там? Что вы там делаете?» Фигура мгновенно замерла. Раскачивание прекратилось, словно кто-то перерезал пружину в механизме. А потом ее голова начала поворачиваться. Это не было обычным человеческим движением. Ее плечи, ее туловище в грязном платье оставалось абсолютно неподвижным, зафиксированным в одном положении. Поворачивалась только голова. В тишине ночи я отчетливо, до тошноты услышал сухой, громкий хруст ломающихся или трущихся друг от друга шейных позвонков. Она крутила головой гораздо медленнее, чем это физически возможно для живого человека. Плавный, мучительный разворот на 180 градусов, и вот ее лицо, или то, что должно было им быть, уставилось прямо на меня через всю заснеженную улицу. У нее не было лица. Там, где у людей находятся глаза, впадины носа, губы и подбородок, не было ничего. Абсолютно плоская,
серая, туго натянутая, словно на барабан, мертвая кожа. Ни единой складки, ни единого отверстия. Плод кошмара, чистый холст безумия. Но самое страшное заключалось в том, что несмотря на отсутствие органов чувств, я физически, кожей почувствовал, что эта тварь меня видит. Она не просто смотрела, она узнала меня, и она улыбалась. У нее не было губ, но вся эта пустая, серая, натянутая поверхность ее черепа как-то противоестественно деформировалась, поддалась вперед, выражая безграничное, сытое торжество и ликование. Крик застрял у меня в горле, сигарета выпала из онемевших пальцев. Я рванулся назад в дом, силой захлопнул тяжелую дубовую дверь и запер ее на все засовы. Замки и щеколды, какие только смог найти. Руки ходили ходуном, ключ никак не попадал в скважину. До самого рассвета я просидел в дальнем углу кухни, на полу, прижимая к груди старый, покрытый ржавчиной дедовский топор. Мне казалось, что если я закрою глаза хотя бы на секунду, серая кожа окажется прямо перед моим лицом. Глава 4. Петля следов. Утро принесло не облегчение, а глухой липкий ужас сознания неизбежности. Едва бледные лучи солнца окрасили верхушки елей. Я, превозмогая слабость в ногах, направился к колодцу на краю деревни. Я должен был убедиться, что мне все это привиделось, что это был галлюциноз, вызванный стрессом и одиночеством. Снег на улице лежал нетронутым, чистым ковром, но стоило мне приблизиться к колодцу, как я застыл на месте, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Следы были четкие, глубокие отпечатки обуви вели прямо к гнилому срубу колодца. Но это были не следы существа в платье. Это были отпечатки моих собственных зимних ботинок с характерным рисунком протектора. И они вели к колодцу от моего крыльца, а затем возвращались обратно. Я тупо смотрел на свои же следы, и мозг отказывался принимать реальность. Из цепочки отпечатков выходило, что я ночью сам добровольно вышел из дома, прошел через всю деревню к заброшенному колодцу, долго стоял там, а потом вернулся обратно. Получалось, что не фигура поворачивалась ко мне спиной. Это я сам подошел к ней вплотную в темноте. Я подошел к этой твари, заглянул в ее пустую, серую, безглазую маску. Стоял лицом к лицу в мертвой тишине ночи и забыл об этом. Или она заставила меня забыть. И в тот момент, когда мы стояли так близко, что-то страшное, древнее и чуждое перешло в этой пустоте на меня, как проклятие, как болезнь. Ноги подкосились, кое-как добравшись до центра деревни, я буквально ввалился в магазин. Было около 11, и продавщица как раз отпирала дверь. Стоило ей бросить на меня взгляд, как она выронила тяжелый амбарный ключ. Женщина всматривалась в мое лицо, и в ее глазах закипели слезы. Она закрыла рот ладонями и тихо, жалобно заплакала. «Зря ты туда смотрел, парень! Ой, зря!» – запричитала она, качая головой. «Она теперь не отвяжется, будет приходить, каждую божью ночь будет приходить». «Кто она?» – я почти кричал, схватив ее за рукав куртки. «Что это за тварь? Как мне от нее избавиться?» Женщина отшатнулась, утирая слезы грязным платком. «Хозяйка колодезная. Дед твой ее всю жизнь держал, подкармливал, заговаривал, чтоб к домам не шла. А как помер,
Она волю почувствовала. Сначала она будет приходить к твоему дому, будет ходить кругами, привыкать. Потом на крыльцо взойдет, потом в сени проберется. А когда в спальню войдет и над кроватью твоей встанет, ты уже не проснешься. Так же, как дед твой Василий. Синий будешь лежать с открытым ртом. Как ее прогнать? Должен же быть способ. Оружие, заговор, соль, что угодно. Мой голос сорвался на хриплый фальцет. Продавщица медленно, обреченно покачала головой. Никак, ее нельзя убить, ее нельзя изгнать, можно только передать. Кому? Как? Выбери человека. Тихо, оглядываясь по сторонам, прошептала она. Того, кто встанет у колодца вместо тебя. Приведи его туда или дождись, пока сам придет. Подойди, посмотри в упор и скажи ему 2 слова. Твоя очередь. И все, она оставит тебя, уйдет к нему, будет его караулить. Другого пути нет, сынок. Либо ты, либо кто-то вместо тебя. Глава 5. Бегство в каменные джунгли. Я не стал дожидаться автобуса. Жизнь была мне дороже. Бросив все вещи, документы на дом и дедовское наследство, я побежал на трассу. Мне повезло. Через пару часов безумного марш-броска по обледеневшей обочине меня подобрала попутная фура, шедшая до райцентра. Водитель-дальнобойщик косился на меня с подозрением. Я был бледным, взъерошенным. Меня колотило, а взгляд блуждал по сторонам. Из райцентра я на перекладных автобусах, без оглядки, мчался в областной город. А оттуда на первом же поезде в свой родной мегаполис. Мне казалось, что огромный город-миллионник сможет защитить меня, что среди миллионов людей, асфальта, бетона и неонового света эта древняя деревенская нечисть потеряется, растворится, не сможет меня отыскать. Ведь где Березовка с ее 30 домами, а где современный цивилизованный мир? Я снял квартиру на 7 этаже, в унылой серой панельной 9-этажке на самом окраине города. Район был шумным, живым, и поначалу это меня успокаивало. Моими соседями стали классические обитатели таких домов. Сверху вечно кто-то сверлил стены перфоратором. Снизу регулярно устраивали пьяные разборки и орали бранные слова. А за тонкой стеной справа, практически круглосуточно, надрывно плакал грудной ребенок. В этой какофонии звуков я пытался обрести покой. Я убеждал себя, что нахожусь в безопасности. Но я ошибался. Расстояние для нее ничего не значило. Прошло около 2 недель. Шум за стенами стал привычным фоном, под который я засыпал. Но однажды ночью я проснулся. Знакомое, забытое чувство мгновенного пробуждения и ледяного зажима в груди. На часах было ровно 3 часа утра. Шумные соседи, как по команде, умолкли. Сверху никто не ходил, снизу не орали, и даже младенец за стеной прекратил свой вечный плач. В наступившей мертвой вакуумной тишине панельного дома я услышал звук со стороны общего коридора. Там, за тяжелой металлической дверью моей квартиры, кто-то шел. Шаг, пауза, шаг, пауза. Этот звук невозможно было перепутать ни с чем. Тяжелые, смазанные, противоестественно размеренные шаги. Она нашла мой город. Ей не помешали километры асфальта и чужие адреса. Она уже знает мою квартиру, мой этаж, мою дверь. Каждый раз она становится ближе. Сначала она ходила вокруг 9-этажки,
Теперь она ходит по лестничной клетке, прямо у порога. Я знаю, что будет дальше. Я знаю сценарий, описанный несчастной деревенской женщиной. Засовы и замки ее не удержат. Прогресс, бетон и электричество для нее – лишь декорации. С каждым днем мне становится все труднее возвращаться домой после работы. Я затягиваю время, сижу в кафе допоздна, брожу по оживленным торговым центрам, вглядываюсь в лица прохожих. В моей голове, как навязчивая мыслеформа, зреет страшный, спасительный и одновременно чудовищный план. Передать проклятие. Выбрать случайного прохожего в метро, одинокого попутчика в лифте или соседа по подъезду. Подойти вплотную, заглянуть в глаза и сказать заветные слова. Но я пока не могу решиться. Моральные остатки человечности держат меня, не давая обречь невинную душу на этот кошмар. Однако мое время на исходе. Я знаю, чувствую, что однажды вечером, возможно, это случится уже сегодня, я вернусь измотанным после долгого трудового дня, зайду в темную прихожую своей квартиры и привычным жестом нажму на пластиковый выключатель на стене. Но свет не зажжется, лампочка не вспыхнет, не оставив мне ни единого шанса на спасение. Вместо этого в темноте коридора станет тихо, удушливо и невыносимо сыро. Воздух наполнится запахом гнилого дерева, застоявшейся болотной воды и старого сруба, запахом дна заброшенного колодца. И из этой непроглядной, осязаемой тьмы прямо мне в ухо кто-то очень близко, холодным, свистящим голосом, которого у него физически нет и быть не может, едва слышно прошепчет: «Твоя очередь».